Наш разум предсказуем, им можно эффективно управлять, если понимать, как он работает. Законы разума – это набор принципов, которые помогают нам понять, как работает наш разум и как мы можем использовать его в полной мере. В этой статье мы подробно обсудим каждый закон, чтобы вы могли лучше понять их и применить в своей жизни. Эти законы основаны на концепции нейропластичности, которая представляет собой способность нашего мозга изменяться и адаптироваться в ответ на новый опыт. Поняв эти законы, мы можем использовать их для улучшения своего психического здоровья, повышения производительности и для более полноценной жизни. Наш мозг постоянно ищет ассоциации, чтобы связать все воедино и дать самому себе логическую оценку всего происходящего. Закон ассоциации гласит, что мы должны использовать наши собственные ассоциации, чтобы определить наилучший курс действий. Понимая наши собственные ассоциации, мы можем развить лучшие навыки принятия решений и стать более успешными в жизни. Это помогает нам понять, как наши ассоциации и убеждения формируют решения, которые мы принимаем, и как эти решения влияют на нашу жизнь. Используя первый закон разума, закон ассоциаций, мы можем научиться более критически относиться к своему выбору и принимать лучшие решения для себя. Понимая связи между различными идеями, мы можем лучше понять, почему люди принимают определенные решения или имеют определенные мнения. Кроме того, этот закон может помочь нам лучше понять, как связаны определенные идеи и почему одни аргументы могут быть более убедительными, чем другие. Второй закон разума – закон веры. Он гласит, что разум подобен двигателю, и что ему нужно топливо для работы. Топливом для ума является вера. Этот закон подчеркивает важность позитивного мышления и веры в себя для достижения успеха. Это также побуждает нас брать на себя ответственность за свои собственные мысли и действия, а также помнить о влиянии, которое мы оказываем на других. Следуя этому закону, мы можем создать лучший мир для себя и окружающих. Это в наших силах. Вдохновлять себя и других. Это нетрудно выражать веру в себя и в близких. Наш мозг – самопрограммирующаяся машина. Если мы часто повторяем одни и те же фразы и слова, то очень скоро мозг сам начнет верить в эти убеждения. Ведь это настолько благодарная вещь – верить в себя и в лучшее в людях. Третий закон разума гласит, что сосредоточенность и концентрация являются ключом к успеху. Этот закон основан на идее, что если мы сосредоточим свое внимание на конкретной задаче или цели, мы сможем достичь ее быстрее и эффективнее. Этот закон – отличное напоминание для нас, чтобы мы оставались сосредоточенными на наших целях и не отвлекались на другие вещи. В нем говорится, что мы можем думать только об одной вещи за один раз. Этот простой закон можно использовать, чтобы помочь нам сосредоточиться на самом важном, что позволит нам быть более продуктивными и эффективными. Этот закон применим и к нашему психическому состоянию. Если мы пытаемся сосредоточиться на чем-то, то должны осознавать все другие вещи, которые потенциально могут отвлекать нас. Мы должны помнить о своих мыслях и чувствах и активно выбирать, на каких из них мы хотим сосредоточиться. Делая это, мы можем достичь лучшей концентрации и сосредоточенности на любой задаче или цели, которую мы перед собой поставили. Чем более сфокусировано и сконцентрировано ваше внимание, тем большего успеха вы добьетесь. Этот закон подчеркивает важность уделять пристальное внимание задачам и оставаться сосредоточенным на своих целях. Это говорит о том, что, сосредотачиваясь на чем-то одном, вы можете добиться большего успеха в жизни. Помня об этом законе, можно достичь более высокого уровня концентрации, что позволит добиться лучших результатов в любой задаче или цели, которую вы пытаетесь достичь. Четвертый закон гласит, что ожидание – ключ к успеху. Этот закон подчеркивает важность позитивного взгляда и ожидания, когда речь идет о достижении успеха. Ожидание – это мощный инструмент, который может помочь нам оставаться мотивированными и сосредоточенными на наших целях, а также вселить в нас уверенность, необходимую для принятия мер для достижения наших целей. Для нас важно сохранять реалистичность наших ожиданий, чтобы сохранять оптимизм и надежду на достижение желаемых результатов. Ожидание – ключ к успеху. Этот закон говорит нам, что когда у нас есть позитивный взгляд на что-то и большие надежды на что-то, то у нас больше шансов этого достичь. Ожидание – это сила, стоящая за нашей мотивацией и стремлением к достижению наших целей и мечтаний. Это служит напоминанием о том, что позитивный настрой необходим для достижения успеха. Это также побуждает нас рисковать, проявлять творческий подход и оставаться сосредоточенными на нашей конечной цели.
Ожидание может помочь нам оставаться мотивированными даже в трудные времена, так как дает нам надежду на будущее. Когда вы ожидаете, что что-то произойдет, оно произойдет. Этот закон гласит, что когда вы устанавливаете свои ожидания и фокусируетесь на результате, вы в конечном итоге получаете именно то, что хотите. Это означает, что если вы приложите усилия и будете настроены позитивно, то результаты не заставят себя ждать. Пятый закон разума гласит, что визуализация является важным инструментом для решения проблем. Визуализация помогает нам легче понять сложные идеи и концепции. Это позволяет нам увидеть, как различные компоненты проблемы взаимодействуют друг с другом, чтобы найти решение. Визуализируя проблему, мы можем получить представление о базовой структуре и динамике проблемы, которые затем можно использовать для разработки эффективного решения. Визуализация – это ключ к пониманию. Визуализация – это мощный инструмент для понимания сложных тем, который можно использовать, чтобы помочь людям визуализировать свои цели, выявить закономерности и тенденции и получить представление о своих данных. С визуализацией люди могут быстро определить области улучшения или возможности для дальнейшего изучения. Это также позволяет им принимать более обоснованные решения на основе имеющихся у них данных. Визуализация стала важной частью многих процессов принятия решений как в деловом, так и в личном контексте. Мы должны визуализировать желаемый результат, чтобы его достичь. Это означает, что мы должны представлять, как выглядит наша цель и как мы ее достигнем. Визуализация – это мощный инструмент для воплощения наших целей и мечтаний в реальность. Это помогает нам оставаться сосредоточенными на конечном результате, облегчая нам действие и продвижение к его достижению. Визуализируя желаемый результат, мы можем себе сохранять мотивацию и вдохновение для достижения успеха. Пятый закон разума гласит: утверждение истинно, если его истинность можно доказать логичным и последовательным образом. Этот закон важен, поскольку устанавливает критерии для определения истинности любого утверждения. В нем подчеркивается, что истина должна быть установлена с помощью логических аргументов, а не полагаться на предположения или убеждения. Этот закон помогает гарантировать, что все утверждения рассматриваются объективно и непредвзято, что позволяет делать более точные выводы. Утверждение истинно, если оно согласуется со всеми другими утверждениями, которые, как мы знаем, истинны. Этот закон разума подчеркивает важность последовательности в рассуждениях и также то, как это может помочь нам принимать лучшие решения. Это также побуждает нас рассмотреть все факты, прежде чем делать какие-либо выводы. Следуя этому закону, мы можем гарантировать, что наши выводы основаны на здравой логике и доказательствах, а не на простых предположениях или догадках. Согласно шестому закону, наши мысли являются источником всей силы, они создают наш опыт и определяют нашу судьбу. Другими словами, если мы хотим добиться успеха в жизни, нам нужно сосредоточиться на позитивном мышлении и развивать чувство благодарности. Этот закон побуждает нас брать на себя ответственность за собственную жизнь, признавая, что у нас есть возможность формировать свое будущее с помощью осознанного мышления. Понимая эту концепцию, мы можем принимать сознательные решения о том, как мы думаем и действуем, чтобы создать жизнь, которую мы желаем. Единственный способ получить все, что вы хотите, это отказаться от необходимости контролировать. Этот закон побуждает нас отказаться от потребности все контролировать. И вместо этого сосредоточиться на создании правильных условий для достижения успеха. Это также предполагает, что мы должны быть открыты для возможностей, а не пытаться контролировать каждую ситуацию. Ум, как мышцу, можно тренировать и укреплять с помощью практики, повторения и дисциплины. Этот закон подчеркивает важность развития нашей умственной силы путем сосредоточения внимания на позитивных мыслях и привычках. Это также побуждает нас брать на себя ответственность за свои действия, а также воспитывает в себе стойкость перед лицом невзгод. Этот закон служит важным напоминанием о том, что мы можем управлять своей судьбой, с какими бы трудностями мы ни столкнулись. Наше психическое состояние является результатом как внутренних, так и внешних воздействий. Наши мысли, чувства и поведение формируются как окружающей средой, в которой мы живем, так и нашими собственными внутренними процессами. Этот закон подчеркивает важность понимания того, как наш внутренний мир влияет на наш внешний мир, а также то, как внешние силы могут формировать наши внутренние переживания.
Понимание этого закона может помочь нам лучше понять себя и окружающий мир, что позволит нам принимать более обоснованные решения о том, как мы взаимодействуем с другими людьми и окружающей средой. Наш внутренний и внешний мир взаимосвязаны. Это означает, что на наши мысли, чувства и поведение влияет внешняя среда. Очень важно понять этот закон разума, чтобы внести позитивные изменения в нашу жизнь и создать для себя лучшее будущее. Этот закон разума влияет на то, как мы взаимодействуем с другими, как реагируем на ситуации и как принимаем решения. Это также помогает нам распознавать, когда наш внутренний мир выходит из равновесия с внешним миром, чтобы мы могли предпринять шаги, чтобы привести их в соответствие. Понимая эту концепцию, мы можем лучше понять себя и окружающий мир. Наш внутренний и внешний мир взаимосвязаны. Этот закон подчеркивает важность понимания того, как наши мысли, чувства и поведение влияют на окружающих нас людей и окружающий мир, в котором мы живем. Он также предполагает, что, изменяя наш внутренний мир, мы можем создать положительные изменения в нашем внешнем мире. Обращая внимание на свое психическое здоровье и развивая чувство осознанности, мы можем создать более гармоничные отношения с собой и окружающими нас людьми.